Я думаю, все дело в том, чтобы бояться поступить правильно. Вот в чем вся проблема. Я решил давным, что буду стараться быть очень осторожным со своими словами. И буду говорить только то, что, по моему мнению, для начала не было ложью, скажем так. Я как раз собирался попытаться правдиво сформулировать свои мысли. И причина, по которой я решил так поступить, заключалась в том, что мне казалось, что обратное было бы чертовски опасно. И я действительно в это верю. Я действительно в это верю. Если я говорю вещи, которые кажутся мне правдой, и они доставляют мне неприятности, то я думаю, что это не такие большие неприятности, в которые я попал бы, если бы сказал что-то неправдивое. Как будто прямо сейчас у нас могут возникнуть еще большие проблемы. Кто знает, не так ли? Ведь ты же не знаешь, чем все это может обернуться. У меня было интервью, большинство из вас знает об этом, с Кэти Ньюман с 4 канала, не так ли? И это был довольно странный опыт. Так вот, ты хочешь сказать, что это было отличное интервью? Да, именно так и есть. И ты знаешь, она вела себя довольно профессионально, когда мы пришли в студию как настоящий профессионал, с твердой поверхностью, глянцевой и презентабельной для СМИ. Телевизор превращает тебя в такого же человека, и она была безупречно вежлива и профессиональна до тех пор, пока не включилась камера. А затем она бросилась за мной. А потом все интервью пошло своим чередом, и в тот день у меня было около 20 интервью. И вот я отошел от этого и подумал: о боже, они будут снимать это 7 минут, транслировать по телевидению и выставлять меня полным монстром, и на этом все закончится. Именно так они и поступили. За исключением того, что они также выложили все это на YouTube, совершенно не подозревая о том, что это было крушение поезда. Они и понятия не имели об этом. Все было совсем не так, как они думали. О, это крушение поезда. Нам лучше выложить это видео на YouTube. Дело было совсем не в этом. Они сочли, что это было совершенно замечательное интервью. Так вот, после этого оно появилось на YouTube. И вот тогда мое настроение сильно изменилось. Во-первых, это интервью прошло катастрофически неудачно, а во-вторых, они собираются использовать его всего на 7 минут. Это будет нелегко, но я, наверное, справлюсь с этим. А потом они выложили это видео в интернет, и тут последовала просто невероятная реакция. А затем 5-10 газет разыграли карту жертвы в пользу бедняжки Кэти, и теперь все интернет-тролли охотились за ней. И я подумал, что это действительно поразило меня по-настоящему. Я подумал, что она один из самых влиятельных людей в Великобритании. Она входит, скажем так, в 1000 самых влиятельных людей или в 500 самых влиятельных. Она вовсе не чертова жертва, и ей очень хорошо платят за то, что она делает. И еще кое-что. Джордан, кстати, не забывай, что в ту ночь, когда все это произошло, она снимала видео в своей машине, читая тролли комментарии троллей. Потому что в тот момент она не понимала, что должна разыгрывать карту жертвы. Пока еще нет. Да. И вот тогда она и ее сотрудники сказали, что нам пришлось обратиться в полицию для проведения расследования. Это невероятно нечестно с вашей стороны. Такое впечатление, что любой желающий может обратиться в чертову полицию с просьбой расследовать что угодно. А что же представляет собой достоверную угрозу? Существуют различные способы оценки достоверных угроз. Они должны быть прямыми и подробными. Именно так, например, можно оценить вероятность самоубийства. Если ты скажешь мне, что у тебя есть план, ты знаешь, когда ты это сделаешь, ты знаешь, где у тебя пистолет, значит, ты все продумал. Мне кажется, что это вполне реальная угроза. Иногда мне хочется, чтобы меня здесь не было. Это не очень правдоподобная угроза. И ты видишь то же самое в интернете. Тогда 10 газет разыграли карту жертвы, заявив, что бедняжку Кэти троллили как миллион троллей. Кто бы мог подумать, что троллей так много? Но, судя по всему, так оно и было. И тогда я подумал: ну что же, боже, все это снова пойдет на смарку. Потому что я выйду из этого как злодей, который вызвал, вы знаете, армаду альт-правых, чтобы уничтожить бедную невинную Кэти Ньюман. И вот так все выглядело так, как будто оно будет смещаться в этом направлении примерно в течение 4 дней. А потом из этого ничего не вышло. Была еще пара интервью, в ходе которых я начал отодвигать это повествование в сторону, а затем оно снова перешло на мою сторону. Но послушай, я хочу подчеркнуть следующее. Когда я даю интервью, подобное этому интервью, я следую этому правилу, изложенному в моей книге. Давай предположим так. По-моему, сейчас 8 часов. Сейчас 8 часов. Все в порядке. Мы занимаемся этим уже довольно давно. Извини, но уже 7 часов вечера. Делай то, что имеет смысл, а не то, что целесообразно. Хорошо, итак, я прихожу на подобные мероприятия, и у меня есть возможность высказаться, и я не прихожу сюда и не думаю: хорошо, вот куча вещей, в которых я хочу тебя убедить. Мне все равно, убежден ты в этом или нет. Это не значит, что я не забочусь о тебе в том смысле, что ты заботишься о людях и надеешься на лучшее для них. Но мне все равно, убежден ли ты в этом или нет. Я здесь не для этого. Я здесь для того, чтобы выслушать ваши вопросы и попытаться понять, что я по этому поводу думаю, а затем высказать свое мнение и посмотреть, что из этого получится. Кто, черт возьми, знает, что произойдет дальше. Но если мир правильно устроен на основе истины, то вера — это готовность верить в истину. И вот тогда ты говоришь то, во что веришь, и тогда происходят некоторые вещи. Иногда они оказываются не такими уж хорошими. Вот почему люди часто лгут. Если ты скажешь правду, у тебя из-за этого будут неприятности. Это знает каждый ребенок. Я спрашиваю себя: почему ты лжешь? Потому что я так и думал, что у меня будут неприятности. Это совершенно очевидно. Мне кажется, что это не очень хорошая долгосрочная стратегия. Ты говоришь то, во что веришь,
И тогда у тебя появляется вера в то, что бы ни случилось, если ты сказал то, во что веришь, это правда, что бы ни случилось. Это лучшее, что могло произойти. И я в это верю. Я думаю, что именно так устроен мир. Так что дело тут не совсем в храбрости. Я бы сказал, что это больше похоже на веру. Это похоже на то, что я собираюсь сказать то, что я думаю. Я постараюсь сделать это как можно осторожнее. И я собираюсь отстраниться от результата, потому что иногда результат бывает ужасным. Я нахожусь в университете Макмастера или в Квинсе, и там словно окровавленная толпа зомби колотит в окно. Это маленький кусочек ада. Ты думаешь, что это не очень хорошая идея. Но в течение следующих 3 недель ситуация меняется 2 или 3 раза, и из этого что-то получается. И если ты собираешься верить в истину, это не может быть просто вопросом: получил ли я то, что хочу в ближайшие 2 недели? Это совсем не похоже на веру. Это звучит-то так: нет, я так и сделаю. Есть и еще одна вещь, которую ты должен понять. Без правды у тебя не будет самого интересного приключения в твоей жизни. Если ты говоришь правду, это означает, что ты раскрываешь свою сущность. Именно это ты и делаешь, когда говоришь правду. А когда ты раскрываешь свою сущность, значит, ты живешь в этом мире. Ты ведь там ты присутствуешь, не так ли? Вот это и значит быть рядом с тобой. Давай предположим, что это и есть ты. В этом и заключается твоя судьба. В этом и заключается твое путешествие. В этом и заключается твое приключение. Именно это оправдает твою жизнь. Это и есть настоящее приключение. Это будет нелегко сделать. Но если ты прячешься от своей правды, значит, ты прячешься от самого себя. И тогда тебя вообще там не будет. И тогда кто же ты такой, черт возьми, такой? Кто же ты такой? Ты марионетка. Ты марионетка какого-то труса. Ты марионетка какого-то диктатора или философа 2 класса, какой-то идиотской идеи или хулигана, которого ты боялся в 6 классе. Одному Богу известно. Но это не значит, что ты живешь своей жизнью. А потом ты потеряешь свою жизнь, а заодно и свою душу. Именно этого я и боюсь. Журналисты, хотя и пытаются меня унизить, говорят: да, это раздражает. И обычно мне требуется 3 дня, чтобы прийти в себя. Но по сравнению с тем, чтобы не жить своей жизнью и не говорить того, что я должен сказать, это сущая ерунда. Это всего лишь незначительное неудобство. Если ты просто выдержишь это 2 недели, на тебя набросится толпа. Возможно, вам всем стоит об этом знать. На тебя сейчас обрушится толпа людей в социальных сетях. Хорошо, так что же ты будешь делать дальше? Если только ты не сделал что-то не так, не извиняйся. Это самое главное, потому что тогда никто не сможет встать на твою защиту. Так что не извиняйся. Может быть, ты даже удвоишь усилия. Осторожно, осторожно, а не мстительно, не так ли? Действуй осторожно. Ты говоришь: нет, именно это я и имел в виду. А если тебе это не слишком понравится и на тебя нападет толпа, тогда извинись. За тобой охотится совсем другая толпа. Это ни к чему хорошему не приведет, и никто не сможет тебя защитить. Если ты продержишься 2 недели, ты победишь. Так вот, это были довольно жестокие 2 недели, потому что, знаешь ли, если ты разумный человек, и сотни разъяренных соседей появляются у твоей двери с вилами, ты можешь подумать, что с тобой что-то не так. Ну, знаешь, как ты думаешь, если только ты не психопат и не думаешь: ну что же, может быть, я совершил ошибку, и так легко дрогнуть и отступить. А может быть, ты еще и боишься этого. Но знаешь, если ты порылся в своей совести, проявил осторожность и сказал то, что должен был сказать, то оставь это в покое. И они будут бросать в тебя все, что смогут. Люди, которые играют в эту игру, будут бросать в тебя все, что смогут в течение 2 недель. И если это не сработает, тебе конец. А потом, когда они попробуют это сделать в следующий раз, это сработает не так хорошо, как в первый раз. И к 50-му разу, когда они попробуют это сделать, насколько я могу судить, у людей, питающих ко мне враждебность, закончатся боеприпасы. С ними покончено. Я сейчас читаю хитовые фрагменты и думаю: о, ты только что скопировал хитовый фрагмент 2-месячной давности. Такое ощущение, что я к этому совершенно привык. У них закончились боеприпасы, и может быть, кто-то творчески все еще мог бы придумать еще какие-нибудь боеприпасы. Может быть, именно это и произойдет во время вопросов и ответов. Но это вовсе не проявление храбрости, чувак. Это вера в спасительную силу истины.